Приветствую всех на канале Scale Journal. Сегодня я вам хочу представить еще одно приспособление от российского производителя WinModels. Это универсальный кондуктор для наборных траков. Поставляется он в разобранном виде. Собрать его не составит труда. Для этого потребуется клей ПВА, ну а также для удобства можно использовать деревянную киянку. Клей рекомендуется использовать для более надежной фиксации деталей. Сам процесс сборки вы можете в данный момент наблюдать на видео. Но забегая вперед, скажу, что сегодня на примере 5 разных видов траков я покажу примеры использования данного устройства. Это будут 3 вида пластиковых траков. Это траки от Т-34, траки от танка Тигр-1, траки танка Тигр-2 и также 2 вида металлических траков. Это траки от 34 и от БТшек. Покажу основные принципы использования, ну и вы сами сможете оценить удобство данного приспособления. Устройство состоит из нескольких прижимных пластин, которые можно регулировать. Ну и давайте начнем рассмотрение примера применения с пластиковых траков для танка Т-34. Для этого возьмем 2 трака, которые имеют гребень, и начнем устанавливать прижимные пластины в удобном положении. Для этого выставляем по краям, фиксируем необходимое положение, фиксируем зажим барашки и можно приступать к набору траков. Для этого просто берем следующий элемент и вставляем их друг в дружку. Процесс значительно упрощается за счет того, что траки у нас зафиксированы, выставлены в одну линию, ну и никуда не деваются в процессе установки. Остается только набрать необходимую длину гусеницы, а затем просто проклеить все это клеем. И вот таким образом мы можем получить ровно собранную и склеенную гусеницу. Давайте посмотрим следующий вариант наборных траков. Следующий это будут наборные гусеницы от танка Тигр-1. Здесь у нас уже немножко будет применяться другая схема зажатия, так как здесь уже у нас посередине идет 2 гребня. Аналогично выставляем 2 примерочных трака, прижимаем и затягиваем. И можно начинать процесс набора траков. Здесь, поскольку все траки имеют одинаковые элементы, то процесс немного проще. Процесс достаточно быстрый, не составляет каких-либо проблем. Склеивание можно производить в конце, после того, как мы уже набрали необходимую длину. Траки предварительно, естественно, необходимо обработать от излишков облоя, питателей и прочего подобного. С траками для Тигра-2 здесь все немножко сложнее, так как у нас имеются разные по форме и разные по уровню элементы гусеничной ленты. С помощью данного кондуктора тоже собрать не составит каких-либо проблем. Аналогично выставляем 2 примерочных трака по краям и можем приступить к сборке элементов. Процесс происходит практически аналогично предыдущим двум, ну, за исключением особенностей данных траков. Опять же, фиксация в кондукторе позволяет делать все достаточно быстро и без каких-либо проблем. Траки просто вставляются друг в дружку, и после того, как мы набрали необходимую длину, достаточно будет просто нанести клей и зафиксировать элементы траков. Вот так достаточно просто мы собираем элементы гусеницы. С пластиковыми траками, я думаю, все просто и понятно. Давайте теперь перейдем к рассмотрению варианта сборки металлических траков. Там сборка осложняется тем, что необходимо вставлять штифты, ну или по-другому называются пальцы. Для удобства можно брать одну из планок, а дальше, в принципе, все происходит практически аналогично сборке пластиковых траков. Не забываем, что нужно выставлять отверстиями сверху там, где не будет у нас планки. И начинаем собирать. Ну и затем вставляем наши штифты. Обрезаны они у меня изначально с немножко с запасом,
для удобства, но это всегда можно подрезать. И таким образом получаем собранную рабочую гусеницу. На длину штифтов, как я уже сказал, не обращать внимания, это просто ставил сейчас для примера. Так это, в принципе, можно подрезать без проблем. Ну и последний пример работы с траками — это достаточно мелкие траки от танков серии БТ. Здесь набор происходит точно таким же способом, как и с 34-кой. Логично подгоняется снизу выравнивающая планка, и все надежно фиксируется. После этого просто начинаем неторопливо собирать все элементы. И после этого вставляем наши штифты. Если заранее обработать необходимое количество траков, подготовить необходимое количество штифтов, то сборка происходит очень быстро и безболезненно. Не могу сказать, что данный кондуктор подойдет к 100% видов траков, но к большинству из них он точно подойдет. Сегодня мы с вами познакомились с таким замечательным приспособлением, которое создано для того, чтобы облегчить участь моделиста при работе с наборными траками. Если у вас появились вопросы по использованию данного устройства, обязательно задавайте их в комментарии. Если вас заинтересовало данное устройство, то в описании видео вы сможете найти ссылки на сайт производителя, где вы можете заказать подобный кондуктор для траков. Ну и при желании за отдельную плату вы можете заказать гравировку какой-либо надписи на нем. Спасибо, что посмотрели данное видео. Также я рекомендую обратить внимание и посмотреть эти видео. А также не забывайте посещать мои страницы в социальных сетях и мой личный сайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.